Приветствую зрителей на нестандартном для нашего канала видео. Для тех, кто привык сам во всем разбираться, перейдем сразу к сути. Итак, вам понадобится перейти на сайт flawlesswidescreen.org, ссылка есть в описании, промотать вниз к разделу с загрузками и, если у вас 64-битная система, то выбрать x64 инсталлер или же Portable версию. Если 32-битная, то выбрать x86 инсталлер или его Portable версию. Как узнать, какая у вас версия Windows 10? Нажимаете «Пуск», далее «Параметры», «Система» и, наконец, «О программе». В строке «Тип системы» и будет указана ее разрядность. После установки появится папка с приблизительно таким содержанием. Запускаем .exe файл, и при самом первом запуске у вас будет окно с настройками программы. Я его просто пропустил, так что у меня самые базовые параметры. Теперь в окне поиска вводим первые буквы интересующей игры. Находим Dragon Age Inquisition, нажимаем один раз левую кнопку мышки, и плагин успешно поставится сам. Теперь убедитесь, что здесь стоят две галочки, и на этом все. Ваша инквизиция готова к полноценной работе в 21:9. Запускать Flawless Widescreen можно перед или прямо во время игры. Имейте в виду те, кто будут использовать программу для мультиплеерных игр, таких как GTA 5. На самой странице с плагином вас предупредят, что античит-система может среагировать на работу программы, поэтому используйте ее на свой страх и риск в мультиплеерных проектах. Что касается синглплеерных, там не должно быть никаких проблем. Ни авторы канала, ни авторы программы не несут ответственности, если вас забанят в мультиплеере, так как вы используете сторонний софт для вмешательства в работу игры. На этом информация, касающаяся непосредственно Dragon Age Inquisition в 21:9, подошла к завершению. Далее речь пойдет о том, как, зачем, почему и куда. Сейчас должна была начаться основная часть видео, но в процессе прохождения выяснилось, что Flawless Widescreen не всесилен, и в некоторых местах, например в катсценах, снятых не на движке игры, изображение все-таки будет 16:9. Это имеет место крайне редко, около 1–2% времени от общего числа катсцен, и сейчас вы видите большую их часть. Во все остальное время останется 21:9. Ну и еще выяснилось, что установка 60 FPS может привести к застреванию на самой первой катсцене, так что перед началом игры желательно отключить 60 FPS, посмотреть допрос Лилианы и Кассандрой, сохраниться, выйти и вновь включить 60 FPS. Ну а теперь вернемся к детальному объяснению. Постоянные зрители нашего канала знают, что последние несколько лет мы выпускаем видео исключительно в соотношении 21:9. Благодаря широкому углу видно больше виртуального мира и, следовательно, улучшается погружение в саму игру. Один раз попробовав, вы уже очень маловероятно вернетесь к 16:9. Ну а что касается Dragon Age Inquisition, то во время прогулки по миру игра отлично работает в 21:9. А когда же запускается катсцена или диалог, инквизиция автоматически становится 16:9. При этом по бокам экрана появляются черные области. Интересно, что оверлей Steam понимает, какое именно соотношение сейчас выставлено. Flawless Widescreen делает так, что вы начинаете видеть именно то, что должны видеть. При этом, и это крайне важно, картинка не растягивается и не искажается. Короче говоря, игра выглядит именно так, как и должна. Но, к сожалению, интерфейс меню паузы так и останется в 16:9, но это сущая мелочь. На многомониторных конфигурациях так даже лучше, надписи не будут разъезжаться черти куда. Ну а теперь перейдем к рассмотру сайта, потому что там тоже есть о чем рассказать. По какой-то причине в списке поддерживаемых игр нет инквизиции. Наверное, поэтому в интернете и нет нормального ответа на то, как запустить проект так, чтобы он нормально работал в 21:9. Далее идет дата выхода последней версии программы. И не смотрите, что там написан 2014 год, потому что, например, совсем недавно в программу добавили поддержку Resident Evil 8, так что не переживайте, проект вполне живой и его никто не забросил. Что касается различий между устанавливаемой и Portable версиями, то она заключается в следующем. Инсталлер-версия – это обычный .exe файл, который вы качаете, запускаете, нажимаете «Далее», «Далее», «Далее» и готово.
Portable версия представляет собой архив, для распаковки которого нужен соответствующий архиватор. У меня, например, Portable версия, потому что в отличие от инсталлер версии, Portable версия не прописывается в реестр и таким образом не загаживает его лишней фигней, что приводит к медленной работе ПК. Конечно, это зависит от того, как написана программа, но в большинстве случаев происходит именно так. MD5 – это один из типов так называемых CRC-сумм. Обычно они служат для того, чтобы подтвердить, что архив или программа скачались полностью до последнего бита. Это очень важно, ведь в противном случае может вылезти куча проблем. Узнать CRC-сумму любого файла можно, например, при помощи бесплатного файлового менеджера Total Commander. Для этого выделяйте .exe файл или архив, затем нажимаете «Файл», «Посчитать CRC-суммы» и среди предложенных вариантов выбирайте тот, который указал автор программы. В данном случае это MD5. Нажимаете ОК, после чего создастся файл с таким же названием, но в формате .md5. Открыть его можно, например, блокнотом, нажав F4. Далее сравнивайте каждый символ CRC-суммы, и если они полностью совпадают, то ваш файл дошел до вас в таком виде, который задуман разработчиком. Понятное дело, что проверку CRC-суммы нужно делать перед установкой программы или же распаковкой архива. Ниже идет поддержка Linux, но она не заявлена разработчиками, хотя под Wine у некоторых пользователей на некоторых играх все работает. Короче говоря, пробуйте сами, тестируйте сами. Для программы также обязательно наличие библиотек C++ 2010 года. Как проверить их наличие? Нажимаете «Пуск», далее «Параметры», «Приложения» и в списке установленных программ вводим C++. Внимание! Вводить нужно только и только на английском языке. После вы должны увидеть все установленные в вашей системе библиотеки. В случае, если у вас нет требуемых библиотек, разработчики Flawless White Screen дают ссылки на них, но, к сожалению, они ведут в никуда. Что в таком случае делать? Выделяете C++ 2010, Ctrl-C, затем Ctrl-V в строку поиска, и первая же ссылка будет вести куда надо. Переходите по ней, нажимаете Download, ну а дальше, думаю, сами разберетесь. К слову, если у вас есть проблемы в работе других программ, то, возможно, ответ кроется в отсутствующих библиотеках C++. В таком случае на странице с поиском выберите The Latest Supported Visual C++ Downloads. Переходите, и на ней вы найдете все библиотеки, которые могут понадобиться в дальнейшем. На этом о сайте разработчиков все, и поэтому переходим к вопросу безопасности. Те из вас, кто попал на наш канал впервые, могут спросить тебя: а почему я должен что-то там качать от типа, которого я первый раз слышу? Понимаю ваши чувства, сам такой. Но, к счастью, в интернете существует сайт VirusTotal, с которым сотрудничают большое количество антивирусных, антималварных и прочих подобных команд разработчиков. Например, вы хотите проверить файл flawlesswhitescreen.org. Для этого выделяете его, нажимаете Ctrl-C, затем на VirusTotal выбираете кнопку URL и в появившемся окне нажимаете Ctrl-V, ну и на лупу. Таким образом, Flawless White Screen будет проверен самыми разными антивирусными программами. Кроме того, с помощью VirusTotal можно проверять и файлы, но весом не более 650 мегабайт. Если же вы сайту в общем-то доверяете, но хотите проверить конкретный файл, перед его скачиванием можно сделать следующее. Нажимаете правую кнопку мышки на ссылке, затем выбираете «Копировать адрес ссылки». Теперь на VirusTotal и в поле URL нажимаете Ctrl-V, должен появиться адрес на сам файл. После его проверки появится дополнительная надпись Downloads Zip, которой раньше не было. Это значит, что VirusTotal загрузил к себе файл и проверил его. Теперь перейдем к рассмотру интерфейса программы Flawless White Screen. Как уже было сказано, для работы плагина важно, чтобы стояли отметки на Fix Enabled и AR Fix. Без понятия, что такое AR. Наверное, это относится к тому, что плагин не только убирает черные области, но также исправляет вылеты при начале и окончании катсцен. Если вы знаете, что будете играть постоянно с данной программой, то в настройках можете поставить отметки на Start with Windows и Start Minimized. Таким образом, можно даже забыть о существовании программы, она будет болтаться где-то в трее.
Однако, если ваша система стоит на медленном HDD и загрузка после включения ПК занимает кучу времени, то Start with Windows лучше не ставить. Судя по этим строкам, Flawless Widescreen поддерживает только игры из Steam и Origin. Что касается других лаунчеров или нелегальных версий, пробуйте сами, тестируйте сами. В принципе, здесь есть кнопка Add Pass, и вероятно с ее помощью можно добавить что-то нестандартное, но тут уж извините, не подскажу. Настройки в Display Detection не трогал совсем, впрочем, как и в Update Settings. Окно Hotkey Settings может пригодиться для игр, поддерживающих смену FOV. И, пожалуй, наступил черед демонстрации, и сперва без работы плагина. Как вы видите, разрешение выставлено 2560 на 1080, что отвечает соотношению 21 к 9. Кроме того, это не стандартное разрешение. Стандарт моего монитора это Quad HD, то есть 2560 на 1440 пикселей. Как создать данное неродное разрешение, покажу почти в самом конце видео. Ну а теперь к демонстрации. Загружаю заранее подготовленный сейв и, как видите, игра без плагина отлично работает во время путешествия по миру. Но сейчас мы дойдем до катсцены, за которой последует диалог, и вы увидите черные области по краям экрана. При этом, как и было показано на скриншотах, оверлей Steam расположен там, где должен быть, и показывает он, кстати, 60 FPS, хотя по умолчанию должно быть 30. Как это изменить, покажу чуть позже. Пропустим диалог, загрузим снова наш сейв, свернем игру и уже теперь запустим Flawless Widescreen. И как вы видите, никаких богомерзких черных областей по краю экрана. Причем их нет и во время катсцен, и во время диалога. Ну и самое главное в работе плагина. Вы видите именно то, что должны видеть без искажений или растягиваний картинки. К сожалению, меню паузы так и останется в 16:9. Теперь же пришел черед узнать, как активировать 60 FPS не только в игре, но и в катсценах и диалогах. Для этого нажимаете правой кнопкой мышки на значке Steam и выбираете библиотеку. Затем правой кнопкой мышки по инквизиции выбираете свойства и вписываете эти две команды. Они есть в описании видео. Делать это нужно до запуска игры. На этом все. Информация непосредственно о Dragon Age Inquisition подошла к завершению. Как сделать нечто подобное не в Steam версии, а в том же Origin, к сожалению, не подскажу. Скорее всего, через свойства ярлыка рабочего стола. Настал черед предпоследнего раздела, где пойдет речь о создании нестандартного разрешения. Если вы являетесь счастливым обладателем монитора с разрешением 2560 на 1440 точек и у вас видеокарта от Nvidia, то сделать нужно следующее. Нажимаете правой кнопкой мышки на значке Nvidia и выбираете панель управления Nvidia. Затем переходите во вкладку «Изменение разрешения» и нажимаете «Настройка». Ставите отметку напротив «Включить режимы, не предлагаемые дисплеем», после чего кнопку «Создать пользовательское разрешение». Теперь вписываете желанное разрешение, сохраняете его и вуаля, оно появится в игре. В заключении хотелось бы сказать спасибо, что досмотрели почти до самого конца. Мы постарались рассказать обо всем, что может заинтересовать обычного пользователя, и сделали это в характерной для нашего канала очень детальной манере. Кроме того, если вы впервые у нас и вас интересует контент в 21:9, милости просим к просмотру. В основном мы сосредоточились на играх серии Fallout, но есть ролики и по Metro 2033, и по другим играм. Что касается Dragon Age Inquisition, то по нему планируется выход полноценного детального видео о сюжете игры. Сразу скажу, выйдет сюжет или не выйдет, достоверно неизвестно. Игра огромная, с большим количеством катсцен, диалогов, событий и так далее. На нормальное описание и съемку видео уйдет куча времени, впрочем, как и на озвучку и монтаж. А уж количество чая и печенюшек не будет поддаваться исчислению. И прежде чем закончить видео, хотелось бы рассказать, а кому-то возможно просто напомнить, о том, что в Киеве 4 и 5 сентября пройдет Comic-Con Ukraine, пожалуй, самый большой фестиваль для геймеров, гиков и любителей современной популярной культуры всех направлений. На фестивале вы сможете увидеть звезд киноиндустрии и гейминга, а именно звезду боевиков 90-х Марка Дакаскаса, Елену Манковскую, давшую образ любимой многими госпоже Димитреску из Resident Evil Village, Наталью Тена, игравшую в Играх Престолов, Мандалорце и даже Гарри Поттере,
лицезреть огромное косплей-шоу Украины с ведущими мирового уровня, послушать музыку Персиваль, давших ост третьему Ведьмаку, полюбоваться артами и произведениями искусств начинающих и опытных художников, потратить все свои карманные кровные деньги на комиксы, фигурки и побрякушки на маркете, встретить единомышленников и, конечно же, просто отлично отдохнуть. Купить билет и узнать детали о фестивале можно по ссылочке в описании. Встретимся на Comic-Con Ukraine 2021. Отдельную благодарность хотели бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на Patreon. Среди них АВВС, Vector T13, Unreal Aid, Витпол, Никлик, Аграэль, Илья Гох, Ice Machine, а также те, чьи имена вы видите перед собой. Спасибо за просмотр. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.